Итак, всем привет. Так, это такое игровое видео, просто промежуточное, просто покажу персонажа. По большому счету делаю это так, чисто для того, чтобы зафиксировать промежуточный результат. Почему? Потому что последние 1,5 недели вообще ивентов никаких не делал, потому что нет обмена. Сейчас здесь продают балики. Что-то есть какие-то, конечно, ивенты, которые можно делать, например, на астралы. На апгрейд рун тоже не делаю, потому что нет обменной валюты, не дают пока в награду. Соответственно, не делал 3 уже ивента подряд божественную закалку. Ну, можно видеть по золоту. Сейчас откроем еще немножко голды. Ну он здесь вообще, он уже не дает. По-моему, это константа 2,147. И больше, по-моему, голды получить невозможно. Я почему-то думал, что там 2,300 или 2,700. Я, по-моему, ошибся. Но сейчас посмотрим здесь. Будет ли прилетать голда. Так. Сейчас посмотрим, у кого можно зарядить дерево. За зарядку дерева дают голду. Ну и, конечно же, лагает сервак. Так. Здесь я не смогу собрать. Так, сейчас вот... нет, вроде голда идет. Я просто знаю, что в этой игре есть определенная константа по голде, по урону, по всему. То есть вот есть цифра в 2 миллиарда. Я просто думал, что эта цифра 2 миллиарда то ли 300, то ли 700. Я уже сейчас точно не помню. Но, по-моему, она ниже. Да, вот 2,147, 480. Сейчас посмотрим. Пойдет ли еще больше? Превысим ли мы этот порог в 480 тысяч? Но она где-то здесь, короче, недалеко. Это константа. Ну, что-то, по-моему... По-моему, дерево я могу заряжать. Но голда почему-то выше не поднимается. Так, сколько еще надо? А у меня, по-моему, уже все. Я уже и заряжать-то никого не могу. Ну да. Так, где еще можно голды взять, чтобы проверить? Вот здесь. Ну да, голду я беру. Но цифра голды не растет, как мы увидели. 147 миллионов 480 тысяч. Все, это константа, выше нее голду уже поднять нельзя. И, соответственно, урона вылететь тоже больше не может. Это проверял God of Dead, New Alex в ПК-версии. Я оттуда вот помню, что существует такая цифра максимальная. Эта максимальная цифра, она в этой игре присутствует везде. То есть выше этой цифры в этой игре нет ничего. Так, ну, соответственно, голда у нас на максимуме. К божественной закалке я тоже готов. Я здесь поднакопил ресурсов. Но вот жду обмен. Так, что здесь у меня по ресурсам? Да, вот, тут скоплено на 200 плюс лунный. Можно будет сделать божественную закалку. Плюс обычная. Я коробочки пока сливаю в горох, то есть не открываю Holy Forge. И, соответственно, немножечко солнечной здесь накоплено. Вот. Буду доковывать брошь, потому что у меня здесь не доковано. Ни одна брошь, ни вторая, здесь всего 2. Ну, то есть, как бы качаться и качаться еще. Вот, соответственно, бронька тоже. Но здесь у меня все остановилось на лунной, потому что
как уже говорил ранее, не делал 3 раза божественную закалку. Мог бы, но я понимаю, что это конечная штука. То есть, да, если заковать все на 8-10, то следующие обмены ежемесячные, ну, просто делать будет нечего. Поэтому, как бы, просто в промежуточные, когда нет обмена, ивенты я не выполняю. Вот, Mount Refine тоже я его не делаю, потому что нет здесь валюты на обмен. Уже тоже 3 раза я ее не делал, хотя есть кони. 4, по-моему, у меня коня вообще не залитых подковами. То есть есть куда заливать. Соответственно, конюшню я тоже не заливаю. Здесь есть куда заливать. То есть сюда еще можно, я думаю, залить примерно 1020-25 кнутов. То есть это как минимум 2 раза я точно сделаю за валюту, за обменную. Возможно, даже сделаю 3 раза. То есть посмотрим, потому что, ну, как появится обмен, я там сразу возьму коня. Баллины тоже не покупаю. Сейчас вот двойные баллины. Где они? Вот, Double Balance. Можно купить, конечно. Можно купить, но, опять же, слишком мало здесь каких-то плюх. То есть, ну, вот это, да, ну, здесь, соответственно, элементы для солнечной экипировки. Плюс есть еще здесь, вот, такой, тоже здесь вроде откат такой по баллинам есть. Но он минимальный прям совсем. То есть, если там 7800 брать, то там 15 получится с двойными. И здесь сколько? 300, 400, 500... 600, ну где-то 650, там 680 еще дополнительно баллов капнуть. Но оно того не стоит, потому что, ну, нет ни шмота, нет каких-то дополнительных плюшек на покупку, нет некуда тратить баллины. То есть они включили рулетку, окей, ну а куда тратить-то их, эти баллины? Ну да, если у вас там, не знаю, если вы уже дошли, докачались до того момента, что вам там необходимо покупать формулы на зачарование, да, самые топовые. Ну, окей, можете купить, потратиться в рулетку. Но, опять же, за трату есть только рулетка, и нет никаких дополнительных, ну, каких-то крутых обменов здесь. Поэтому не рекомендую. 22 и 23 числа точно будет еще один ивент на покупку двойных баллинов. И вот тогда будет и шмот, и будет очень много крутых обменных ивентов на покупку баллинов. И, соответственно, там сразу можно будет купить на обмен одной какой-то валюты. В магазине она будет доступна. Можно будет сразу купить коней, одного или двух, в зависимости от того, сколько коней там будет, какие кони там будут, да, если они уже или их нет. Ну и, соответственно, я, конечно, надеюсь на то, что будет Мэд Кинг. Я хочу забрать Мэд Кинга. Я уже, в принципе, готов купить на двойное, на двойные баллины 30-ку, да, 30 тысяч. Вот, для того, чтобы забрать Мэд Кинга, потому что, ну, блин, его надо забирать. Его надо забирать и Мэд Кинга, и Голден Гимини, потому что, ну, эти два коня, которые, по сути, по большому счету, просто вот та конюшня, которая у меня сейчас есть, по большому счету, вот два коня — это вся моя нынешняя конюшня. Ну, практически. Golden Gimini дает плюс 700, и столько же можно залить. Это 1400 получается на кнутах. И Mad King тоже получается то же самое. То есть 1400, 2800. Ну, да, я, конечно, преувеличил. 2800, но вот у меня сейчас 5, да, 700 на атаку. И два коня, просто тупо два коня дают 2800. Представьте. Ну, то есть, ну, практически там половина. Практически половина, и это без подков. Еще и подковы зальются. Еще там получится... Трешка получится. Вот 3000 тупо дадут два коня. Ко всем статам абсолютно. Поэтому, ну, их нужно забирать, ну, по-любому. Я не знаю как, но
если вы, в принципе, как бы играете с донатом и донатите, то этих коней нужно забирать. Потому что, по сути, по большому счету, что отличает игрока, который играет без доната, от игрока, который играет с донатом? У донатного игрока больше конюшня. Эта конюшня, она в целом, вот донатная конюшня, она в целом может дать примерно, я так приблизительно оценивал, ну, больше, чем 500 000 БР. Я думаю, даже там где-то примерно 600 на 700 она может дать. То есть полностью залитая кнутами, полностью залитая подковами, конюшня вот у топовых ребят. Сейчас мы посмотрим на межсервере. У них, по-моему, по 50, да, ну, может быть, даже там и 800 000 она дает. Вот у Lady Ice, да, у Baphomet, CJ, у них, ну вот все, что выше 50 000, конюшня, она дает охренеть сколько БР. То есть я думаю, без конюшни в целом максимум, что можно развить, это, наверное, ну 3 миллиона БР. Может быть даже меньше. То есть все остальное, вот у ребят там 3 900, да, это чисто конюшня дает. И, конечно, игроков, которые донатят, отличает большая конюшня. Соответственно, она заливается кнутами, она подковывается, и это просто невероятный баф дает. Большой, реально серьезный баф. Вот, поэтому коней нужно брать обязательно. Так, что еще мы сегодня сделаем? Наверное, красный артефакт. У меня здесь желтенький, он закованный. И так, что мне для него не хватает? Господи, синтез. Посмотрим сейчас, что мне на него не хватает. А мне на него не хватает сердец, да? 8 сердец. Угу. Все остальное есть. Так, где эти сердца мы возьмем? Я сейчас, наверное, схожу в лес, потому что оттуда упадет. И доберу остатки с Поднебесья. Сервак, как обычно, подлагивает. Так, с Поднебесья сколько я здесь могу забрать? Ну, мне очков по-любому хватит. Да, я здесь 27 штук смогу забрать. Кстати говоря, по поводу Поднебесья. Все, я сейчас забираю сердца, то есть я их добираю, и все. По большому счету, в Поднебесье мне остается покупать только... Ну, вот я логически так размышлю, только вот эти камни. Вот эти. На зачарование самого шмота солнечного. Все, больше, по сути, ну, Поднебесье здесь не нужно. Останется только взять 4 шмотки, но это уже, я не знаю, это уже чисто такой фановый продукт, скажем так, потому что, ну окей, да, это S-класс, ну даст он плюс 100. Да, хорошо, окей, но посмотрите, сколько на него нужно копить. Я в целом считал, за сутки полного фарма мне удалось, то есть меня водили на боссов, соответственно, я там отбил все в ноль. То есть очки уже перестали капать. То есть реально там часов, наверное, 12 в общей сложности стоял персонаж, фармил. Плюс, соответственно, 10 элиток. У меня получилось, по-моему, если я не ошибаюсь, 38 000 очков. То есть за сутки. То есть, ну, в целом, как бы можно посчитать, да, сколько нужно дней фармить для того, чтобы нафармить, ну, на там оружие, да, которое плюс 100 к атаке даст. То есть 4 миллиона мы там делим, ну и получаем то количество дней. Сейчас я подойду к компу и даже посчитаю, здесь не буду считать на калькуляторе. Так, что, 4 миллиона делим на 38 000, и у нас получается 105. То есть 105 дней, правильно, 105 дней на
38 тысяч у нас получится, ну там, 3 990, 4 миллиона. То есть 105 дней нужно фармить. Может быть, чуть поменьше. Может быть, чуть поменьше. Если вы удачно там лупите боссов, да, вам чуть больше там очков дают. Может быть, там 40 тысяч получится делать за сутки. В какие-то дни, да. Окей, но в целом вот 105 дней. 105 разделим на 30, да, и получим 3,5 месяца. 3,5 месяца ежедневного фарма без пропусков нужно для того, чтобы забрать оружие. Ну, не знаю, стоит ли оно того или не стоит. Ну, заморачиваться, вот здесь сидеть в Поднебесье, что-то фармить, ну, не знаю. Мне кажется, нет. Ну, не будет у вас этих 4 шмоток. Если вы донатите, у вас куча донатного шмота. Вот этих камней набрать для того, чтобы зачаровать шмот. Ну, а дальше, ну, не знаю. Только если у вас там какие-то вы межсерверный крутой игрок, там, окей, какие-то покупать вот эти бутыли для того, чтобы бафаться. Ну, не знаю, для чего еще. Вот эти вот элементы нет смысла никакого покупать, потому что они падают и так. И в целом у вас не будет просто элементов для того, чтобы зачаровывать шмот. Потому что для зачарования, да, шмота, мы сегодня, кстати, с вами тоже зачаруем вот эту вот шмотку. То есть, ну вот я их копил, не знаю, сколько я копил, сколько я не делал, месяц, наверное. Вот у меня упало там 308 единичек для того, чтобы я мог зачаровать. Да, то есть вот этого элемента много, а вот это Glint of Magic, да, их очень мало падает. То есть, ну, вы либо донатите прям конкретно целенаправленно в эту штуку для того, чтобы делать, либо как бы вас останавливает даже, ну, не элементы на апгрейд, потому что элементов на апгрейд много. То есть, да, вы можете, вон у меня их 3 шмотки я могу еще сделать золотых. Но для этого нужно зачаровать сначала, да. Ну и, соответственно, золотых шмоток тоже 3 я в золото, окей, переведу. И сколько я могу? Одну сделать в красную еще дополнительно, да, но они потихонечку падают, как бы, эти вещи. Но не хватает вот этого элемента. А он стоит достаточно дорого. Ну, то есть, если в магазине его покупать вообще бессмысленно, потому что он, по-моему, 30 единиц он стоит. 15 он стоит. Но это одна единичка. Одна. А ее нужно, да, для того, чтобы проводить зачарование, ее нужно 9 штук. То есть 9 мы умножаем на 15, и это только один удар. И не факт, что он там получится, что он выстрелит, да, и шмотка зачаруется. То есть, ну, покупать очень дорого. Только по каким-то ивентам, по каким-то, я не знаю, там, обменам, и все. То есть, ну, вот я говорю, месяц, да, я копил, может быть, даже больше. И у меня вот получилось 308 единиц. С Поднебесья тоже, как бы, забрать не получится, там они не продаются. Если бы они там продавались, другой вопрос. Но их здесь нет. Поэтому так. Не очень хорошие новости в этом плане. Здесь тупо время, и качаться тупо временем. Так, я сейчас быстро сгоняю в лес, не буду вас томить этим прохождением. Вот, сгоняю в лес и вернусь, докуплю сердец и сделаем красный артефакт. Так, все, сходили мы на остров. Остров еще прошел, сходил в лес. С леса упало еще несколько сердец. Сейчас посмотрим, сколько их есть всего. Так, 995. Значит, что мы? Заходим в небо, докупаем 5 штучек. Все, есть. Есть. Все сердечки. И что мы делаем? Делаем красный второй артефакт. Да, или как он правильно называется.
Да, все, 30 миллионов голды. Бум. Поехали. Все. Есть теперь он тоже красный у нас. Это отлично. Так, что сразу делаем после того, как повышаем любой класс? Сразу идем в ковку и будем ковать. Потому что будут новые, более сильные скиллы. Так. Нам что главное? Нам главное атака, сила. Поэтому сейчас будем что-то искать. Кстати, да, нужно постоянно перековывать. Вот, сила 576. Это просто отлично. Сразу оставляем ее. Дальше. Будем искать... Блин, ненавижу, когда сервак подтупливает. Так, дальше нам тоже нужно будет поймать атаку. Радк. Так, сейчас, конечно, с этим будет проблема. Потому что будет вылетать какие-то маленькие уровни. Ну, хорошо, что есть, в принципе, чем ковать и есть балики. Поэтому нормально. Сейчас что-нибудь приличное надыбаем. Так, атака еще, да? 3 показателя у нас. Сила, атака и радк нужно поймать. Ну вот, радк я фиксирую. 5, ничего страшного, нормально. Сейчас поймаем атаку и броню. Нам нужна атака и броня. Блин, реально, вот прям достают эти подлагивания. Причем они, ну, не зависят ни от интернета. Интернет отличный. Это вот чисто лагает сервак. Так, куем. О, защита. Отлично вообще. 9 уровень, я не ожидал. Так, теперь нужно поймать атаку. Атака. Нужна атака. Ее нет. Ну, как обычно. В принципе. А вот атака. Есть. Поймали атаку. Ну и теперь здесь сильно уже не будем мудрить. Что-то пробитие, наверное. Сейчас поймаем хорошее. Опять подвис сервак. Угу. Так. Ну или хп, да, вот 7000 хп. В принципе, можно и оставить. Нормально. Я считаю, нормально. Ой, сразу, слушайте. Прям десятка просто БР поднялась. И атаки прям прилично стало. Сила 576 и атака... Ой, защита 576. Вообще просто прям повезло, можно сказать. На этом артефакте у меня, по-моему, такого нет. Да, у меня там пробитие, атака на 624, но остальное как-то слабенько. Атака 400. Вот. Но я ее там особо сильно тоже не ковал, потому что не было... Можно сейчас попробовать, конечно, поковать и первый артефакт. Вот. Так, что? Блокируем проникновение. Блокируем радк. Хотя здесь, блин, здесь и ковать-то особо нечего. Пусть остается, да, потому что не очень много ресурсов для ковки. Я в следующий раз подкую. В принципе, и с этим нормально мы ковку сделали. Так, что у нас теперь? Да, есть красный артефакт. Я еще могу, у меня есть ресурсы сделать солнечную брошь. Есть для этого ресурсы, но, по-моему, она у меня не закована. Надо сейчас посмотреть. Так, синтез. 80-я солнечная. Где она? Это меч.
А, вот это что ли? Да. Да, ее нужно на 4.10 заковать в лунную ковку сделать. И тогда можно будет сделать. А у меня пока 8.10. То есть у меня еще, я, по-моему, даже лунную не делал ей, да? Да, 4.10 надо будет ковать. Здесь, кстати, еще такой вопрос стоит. Вот ее заковать, да, или все-таки копить этот ресурс для того, чтобы красный артефакт на броню сделать солнечным, да? То есть там, конечно, по 3000 ресурсов нужно. Вот, у меня тут 300-400, ну, то есть это прям фигня. Ну, вот будет обмен, я еще задоначу там, будет, может быть, по 600 и того, и того. Ну, в целом, 1/5 только будет ресурсов. В принципе, и крови тоже можно будет накопить нормально, потому что уже там, да, 1700 есть. Вот. Вот копить на нее, потому что она даст очень-очень такой приличный баф для того, чтобы заковать потом, да, и она, в принципе, очень много даст к броне. Вот, но, блин, долго копить, и не будет у меня ресурсов на ковку, то есть на закалку, да, солнечную, потому что, ну, чуть-чуть здесь у меня там ресурсов есть. По сути, еще ковать брошь, одну, вторую, и еще и каску с броней ковать. То есть это прям очень много ресурсов нужно будет. Вот, и здесь прям такой вопрос. Вот либо копить, либо делать... либо делать вот эту брошь. Подвеску точнее. Наверное, буду делать подвеску, а потом начну копить. Чтобы остались потом только кольца. Потому что кольца ХП. Вот, но там не очень много они будут давать ХП. В целом. Вот, а броня здесь, конечно, даст очень приличный баф к броне. Поэтому, наверное, как-то так. Так, что еще сделаем? Сделаем, наверное, покуем. Есть голда. Можно будет паковать немножко броню сильфу. Поехали. Здесь сейчас эти 300 элементов, они улетят просто моментально. Что, вот 2 раза, да, поднял? Опять подлагивает. Ждем отклика. Ага, вот он. Так, 2, 3. Ну, я надеюсь, будет 4. 4. 5 вряд ли. Ну да. Ну вот 4 раза апнул. По сути, больше ресурсов нет. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть БР у Сильфа поднялся. Окей, тоже хорошо. Так, а сколько голды слетело? Ну, и голды немного слетело. Сейчас можно бахнуть голды, продать книги. Кстати, сейчас посмотрим, может, не буду их продавать, потому что есть возможность апнуть талант. Вот, но здесь что апать? Здесь, по сути, сейчас пока апать нечего, потому что нужно апать вот эту вот штуку, которая усиливает второй скилл и пассивную броню, снижение, да. Но нужна 85-я печать. Ну вот можно качнуть 35% будет дамага возвращаться. Наверное, я это пока и качну, потому что хорошая штука. Когда в блок попадают тебе, в блок назад 35 уронов, 35% урона как бы обратно. Ну, как астрал работает, типа возврат. Вот, у меня этого астрала здесь нету, не стоит, потому что он не нужен. Потому что в будущем будет зачарование на броню. По-моему, на броню. Сейчас посмотрю. По-моему, бронька. Да, она возвращает от 90 до 150 тысяч урона. Шанс, я буду ставить ее. Хотя, конечно,
есть вариант поставить и усиление характеристик. Вот, и в целом БР сразу вырастет, ну, достаточно приличная будет и к ХП, и к броне. Но я фанат непредсказуемых боев. И поэтому у меня, соответственно, здесь вместо всякого здоровья там и так далее, как у топов, которые там гонятся за топовым БР, у меня стоит здесь Око, да, или иллюзия, да, она как называется, которая с определенным шансом блокирует урон в единичку любой. Вот, ну и здесь у меня шанс не получить критический урон тоже. То же самое здесь будет и в рецепте заковано. То есть все ставят там обычно шапку и критический урон. Я буду ставить шапку, дополнительный урон и шанс того, что по тебе не кританут. Потому что, ну, если вы просто тупо гонитесь за БР, чтобы залезть в топ, окей. И, возможно, да, боссов вы будете чуть-чуть мощнее бить. В каких-то данжах, может быть, вы себя будете чуть-чуть получше чувствовать. Но, опять же, блин. Лес я хожу соло. В D я могу прыгнуть 2 раза самостоятельно. То есть с пати мы прыгаем, там, мы убиваем там 19 боссов. Ну, типа, куда еще? Куда дальше? А вот когда начнутся межсерверные бои и бои против игроков, вот там разница будет очень ощутимая. Когда в тебя перестанет лететь крит, все будет еще лететь в блок. Тут, конечно, с астралами еще пока беда. Астралы нужно качать. Вот. Но пока есть материалы для ковки, я голду не трачу. То есть я ее пока оставляю. В первую очередь ковка. Потом уже по количеству ресурсов будут появляться ресурсы. Там уже голды будет, в принципе, много, избыток. Тогда я уже начну ее лить в астралы, потому что астралы, блин, ну реально их нужно качать. У меня уже здесь потихонечку копится пыль для прокачки. Где она есть? Вот она, 4800 уже, в принципе, скоплено пыли. Можно будет как раз астрал крита апать, можно будет астрал блока апать. Это 2 таких очень важных астрала, которые нужно будет прям очень-очень быстро апать. Потому что у меня сейчас стоят все камни на крит. В каждой шмотке стоят камни на крит. А их нужно менять на физдев. Их нужно менять на физдев, и нужно будет немножко еще блока добавить. Наверное, будет 2 камня на блок стоять. Остальные на физдев. Вот, пока нет двойных. И очень прилично увеличится физдев. В целом он сейчас увеличится, потому что еще и ковка пойдет на броню. Вот, нужно потому что поднимать броню и поднимать ХП, потому что у меня с этим сейчас проблема. С атакой проблем пока нет. То есть, ну, она в целом у меня лучше, чем у большинства игроков здесь. То есть я там вхожу в десятку людей, которые в целом могут наносить какой-то приличный дамаг и сильфом, и персонажам. Ну, то есть это видно на мировых боссах. То есть я всегда в десятку вхожу. То есть я там 7-8 место в целом держу. По межклассу, по урону я беру стабильно 2 или 3 место. Ребята там есть посильнее меня, которые уронят. Вот. Но это все, опять же, от чего? От того, что 3 недели не делается вообще практически ничего. То есть на сильфах ни камни не улучшаются, не улучшается ковка, соответственно. Вот 3 недели я стагнировал. Но, опять же, я не устаю повторять, эта игра не марафон, не спринт. Это игра-марафон. Здесь иногда лучше остановиться, немножко подкопить ресурсов для того, чтобы потом более эффективно их вложить. Да, я немножко потеряю во времени, но так как любая здесь прокачка, она конечна, то я в любом случае нагоню, но в перспективе у меня будет больше плюшек.
То есть я сделаю больше обмена, мне придется поменьше там задонатить, хотя я все равно задоначу. Это уже как реально как наркотик. Вот. Но очень хочется Мэт Кинга, очень хочется Golden Gimini, очень хочется, конечно, коней, которые дают по плюс 500. Я здесь, конечно, от ребят отстаю месяца на 2 вот со своим персонажем. У меня в целом здесь меньше коней, тех, которые могли бы быть, которые есть на маге, да, то есть у меня там нет вот этого коня, у меня там нет вот этого кита, у меня тут, ну, где-то штук 5 коней здесь у меня нет, которые могли бы быть. Вот, отстаю по времени, но ничего страшного, буду догонять. Конюшня, как я и говорил, это... Конюшня и шмот — это единственные отличительные, по сути, такие преимущества донатного игрока от недонатного. Вот. Ну, в целом больше никаких преимуществ нет, кроме времени. Потому что все здесь качается. Сундуки, которые падают с шпиля харда, они дают, по большому счету, все донатные элементы. Но они дают их мало. То есть качаться без доната можно, да, но очень долго. Очень долго. Вот, в принципе, можно сейчас засечь. Вот этого элемента 415, вот этого 321. И сейчас мы откроем 48 сундуков. Ой, кстати, сердца выпали, можно было их не докупать. Ну ладно. Вот, и их стало, видите, 425 и 327. То есть, сейчас посмотрим. В целом все, что выпало. То есть, ну, выпадают элементы, да, нужно ходить в хард-шпиль. Даже если вы там не вытягиваете с пати full шпиль, да, ну, ходить на 15 этажей, там, на 16, там, на 18, там, если с 19 проблема. Вот. Но все равно ходить нужно, потому что лучше сходить, скажем так, да, лучше сходить на там 14 этажей харда, чем гонять простой обычный шпиль. То есть вот так. Так, что по книгам, кстати? Может быть еще талантик качнем? Да, отлично. Качнем еще. Вот так вот. 40% уже, отлично. Возврата. Плюс еще будет зачарование. Будет в обратный урон прилетать только в путь. Так, а что у меня же еще здесь? Такие сундучки, да, есть? Может быть, еще сильфа качнуть. Ну да, один раз. О, ничего себе, на 7%. Вот это класс. Вот это здорово. Вот такое редко бывает. Отлично, уровень поднял еще. Прям здорово. Так, ну и в целом, что, ну давайте коробочки откроем. Что они лежат? Правильно? Откроем все сундуки. Посмотрим, что еще прилетит. Сейчас еще ресурсов прилетит нормально. Так, эти тоже все открою. Раньше я открывал там по 10, по 15. Помните, в прошлом видео говорил, что так больше купонов падает. Сейчас уже реально пофигу на эти купоны, если честно. Есть они, есть, нету. Так. Ну и все в целом. Все сундуки открыты. Идем открывать голду. Балики. 400 баликов выпало. Так. Ресурсы для ковки. Эти тоже... Так, сейчас посмотрим, сколько гороха скоплено. Горох 3700. 3700 и скоро будет... Да нет, наверное. Обменяю все в горох. Обменяю пока все в горох, а в конце недели уже, возможно, буду открывать эти сундуки. Просто там уже ковать нечего этими сундуками. То есть мунную, да, мунная нужна. А эти, ну вот остатки только можно открывать.
Так, это ресурсы для зачарования. Опять подлагивает. Так, ну а вот эти я не открываю пока, потому что они и так у меня вот здесь занимают дофига места. Я их что-то открыл, и их жалко вроде продать. И как-то, блин, они 5 мест занимают. Я уже вот эти не открываю. Хотя, конечно, по-хорошему их нужно открыть и туда перебрасывать. Но, блин, постоянно, каждый день этим заниматься реально надоедает. Я уже просто не трогаю, они лежат и лежат. И хрен бы с ними. Так, что еще показать? Сферы. Со сферами тоже пока беда. Пока еще синяя, даже не фиолетовая сфера. Про золотую и про красную вообще молчу. А, кстати говоря, сферы вот эти, они дают очень-очень приличный баф на атаку. Сейчас покажу. На межсерверных ребятах. Так. Да, по персональному. Вот, по-моему, красная сфера есть только у Дрекса. Да, у него красная и 2 золотых. Ну, и вы можете посмотреть силу сферы. Плюс 8000. У меня 1270, а у него 8000. В общей сложности это дает прям нехилый прирост к атаке. Ну и, соответственно, тут и защита, и броня, и проникновение. Ну и все есть. По-моему, у него только, да, красная. У Базастио. Не, у них, у остальных, по-моему, у всех золотые. Золотые, фиолетовые, да. Я так просматривал. Только у него красная. Ну и можно как бы оценить, сколько здесь она чего дает. Можете зайти тоже поюзать, посмотреть. Вот, к атаке. Ну, у него поэтому и атаки 747 тысяч. Как бы почти в 2 раза больше, чем у меня. Вот. Так. По сферам. Здесь что? Здесь, да, здесь необходимо, конечно, ее заполнить вот этими штучками. Вот. А после этого нужно ковать и делать усиление, да, песком. Песок, опять же, он либо за донат, либо за обмен. То есть это тоже такая как бы вещь, по сути, которая добывается только временем и донатом. И даже если вы донатите, все равно нужно дофига времени для того, чтобы получать этот вот песок. Вот, то есть верхняя вот эта сфера, вот, верхняя, она здесь на силу, а вот это вот она здесь, ну, на защиту. Вот эти две, и та, они по-разному там защищают. В каждой из них есть еще 5, да, вот этих маленьких штучек, которые нужно качать. Ну, первую качайте вот силу, атаку. Атака самое важное. Вот центральная это атака, вот это крайняя тоже атака. Это здесь вроде как броня. Я, честно, не знаю точно, вот прям конкретно, что качают вот эти вещи. Здесь вот понятно, вот эта сила. И общая, она тоже качает силу. Вот остальные здесь, ну, я так понимаю, это броня какая-то и что-то здесь еще. Вот, но в любом случае первые вот эти две качаете. Вот эти две, ну и, соответственно, верхнюю слева сферу. Вот, ну а ковка здесь как бы тоже, по большому счету, она здесь прям сильных каких-то преимуществ на синих характеристиках не дает, поэтому, ну вот, что выбьете, то выбейте, смотрите, да, чтобы силы была здесь побольше, защита, проникновение, то есть в это упор. Армор уже там, блок, это уже на ваше усмотрение. Так, что еще показать? Не знаю, что еще показывать. Здесь тоже пока особо не качаю ничего. Есть у меня шапка, чтобы прокачать на 8 уровень. Есть броня, вот тут 7 лежит. Можно будет качать это все в 9. То есть как бы шмот есть. Единственное, нет талисманов. Талисманы, опять же, они с чего будут падать? Либо с горшка они будут мне падать, либо с какого-то доната. Но в целом, вот до 8 уровня, там, до 9 уровня вы там докачиваете шмот. Дальше, скорее всего, талики будете вы
покупать за купоны. То есть, в принципе, что осталось за купоны прокачать? Кольцо и все. Ну вот, по большому счету, реально кольцо. Единственное, что еще я думал здесь прикупить уже готовых сильфов. Там электрического у меня нет. И ветер надо купить. Да. Ну, опять же, поинты есть. Чуть-чуть там, да, с обменов поинты есть. Сколько? 6000 нужно будет бальных для того, чтобы купить этих сильфов. Ну и все. Вот и все. Каждый уровень кольца это 4000 бальных. То есть осталось, по сути, на 8 на 9 уровень 8, да, плюс 3, получается 11 тысяч баллинов. Ну, с запасом возьмем 12 тысяч купонов и все. Вот, больше их тратить некуда будет. Потом все эти купоны, по большому счету, будут уходить в талики. Конкретно на ап шмота. По-моему, если я не ошибаюсь, чтобы апнуть с 8 на 9, то есть 9 крылья сделать, порядка 100-120 тысяч купонов уйдет чисто на талисманы. При учете, что у вас там какое-то минимальное количество талисманов будет. Вот. Но опять же, поскольку купоны будет некуда девать, а боссов мы в гильдии лупим 19. По-моему, в прошлый раз мы 19 убили. Да, вот сейчас 17-го еще нужно будет подколупать. 18-го и 19-го убьет Акана и Кришна. 2 топа с нашей гильдии. Вот. 2 топа на сервере в целом. И вот с 19 дальше, может быть, там и 20-го осилим. Чуть позже. И 21-го. Ну, то есть купонов будет много. Купоны нужно будет тратить именно на талисманы. По вот этой прокачке. Не знаю, как она называется здесь. Ну, здесь 9, там 20. Здесь, конечно, проблема небольшая с проникновением. Ну, то есть с камнями на резисты, потому что нужно по большому счету делать 9 камни на тьму, увеличивать ее, увеличивать свет. Вот дополнительно я поставил, конечно, электричество, потому что, ну, если не тьма и не свет, то в основном юзают электричество, поэтому против него, да. Вот. Ну, центральные здесь тоже 8, с ними в целом достаточно комфортно уже играть. Но в идеале, конечно, сделать все 3 9. Все 3 9 сделать и усилить здесь. Здесь, конечно, тоже пока проблема. Но она, опять же, проблема 23 уровень. Эти камни можно покупать вот здесь. Опять же. Эти камни можно покупать вот здесь. Правда, ну, дорого. Правда, дорого, потому что, ну, вот, вы представляете, вы фармите целый день, у вас там, грубо возьмем, да, не 38, а 40 тысяч вы нафармили, и вы можете купить на эти 40 тысяч только 40 камней. А что такое 40 камней? $40 камней это вообще ничто. Ну, если на 23 уровне нужно 2194, да, то покупать здесь камни вообще не рентабельно. Ну, то есть это того не стоит. Это не стоит никакого времени. Ну, если вы с миллиона покупаете всего 1000 камней, это, то есть, 3,5 месяца мы с вами считали, нужно 4 миллиона, это 4000 камней, 3,5 месяца, это всего 2 уровня. Ну, то есть 23-24. Они, вот эти камни, конечно, хорошо, что они падают с ивентов, они падают с обменов. Их дают, слава богу, эти камни. Сейчас найдем какой-нибудь ивент, я вам покажу. Ну, вот они, да, здесь падают, там за астралы падают. В целом, можно как-то выживать, короче. Вот. Так, что еще показать? Астралы показал, скиллы там нефиг смотреть, таланты показал, сильфа показал, коней показал.
дракон. Ну, дракон растет потихонечку. Потихонечку растет. Сюда я вливаю все, что не нужно, все, что падает. Всякая дребедень. Пока не хочу вот эти, кстати, штучки тоже трогать и вливать. Потому что, возможно, в дальнейшем, когда закончится у меня ковка, какая вообще доступна, да, то есть закончится шмот, я его закую, возможно, придется делать новый шмот для ковки, для того, чтобы делать обмены, потому что в целом, ну, можно делать, да, вот артефакты можно делать, можно будет их еще апнуть потом, можно будет делать сам шмот какой-то, 80-й заново, какие-то дополнительные вещи из того, что имеется, чтобы продолжать делать какую-то ковку. Ну, хотя бы так, потому что с ковки дают очень много ресурсов. Ковка это прям must have в плане получения валюты. Вот. Но хочется сейчас, вот почему я коплю, хочется сейчас, пока есть возможность сделать full ивенты, хочется сейчас забрать Golden Gimini и Mad King. Потому что дальше это будет делать все сложнее и сложнее, и все будет упираться только в донат. То есть only донат, а чтобы полностью задонатить на Mad King, ну, придется потратить прям очень приличное количество бальнов. Я думаю, проще его будет потратить 80 тысяч на горшок, когда он там будет, да, и забрать его, ну, прям со стопроцентной вероятностью. Там за, помните, да, в горшке снизу есть такие коробочки за количество доната, и вот при трате 80 тысяч бальнов в горшок, там можно его стопроцентно забрать, то есть открыть этот сундучок, и он там. Вот. Но 80 тысяч бальнов, я считаю, это слишком дорого для одного маунта, поэтому, конечно, лучше делать все с обменом. Вот, а так в целом не торопитесь, не делайте какие-то ивенты, вот такие, например, ивенты, когда нет обмена, то есть подождите, ничего страшного, у вас там кто-то перегонит немножко, там ПБР, не гонитесь вообще за этим. Вся прокачка здесь конечна. Кто-то, может быть, чуть-чуть уйдет вперед, убежит, вы все равно его рано или поздно догоните. Там, окей, пусть пройдет там 1,5 недели, не делайте вы этих ивентов, сделайте на обмене, ничего страшного там с вами не случится. Вот, поэтому как-то так, такой совет. Сейчас сделаем еще один ивент и будем заканчивать видос. Уже растянулся. Так. Этот видосик. Заберем ивент. Вот. Ну и все в целом. Больше здесь делать нечего. Камни на сильфа тоже апгрейдить нет смысла, потому что будет обмен, и за обмен будут давать валюту обменную, поэтому сейчас как бы нет смысла. Здесь то же самое, здесь то же самое. Ждем обмен, играем. Вот, всем удачи, хорошего настроения. Все, всем пока.